Привет, с вами Алена. В гостях у нас девушка, которая, вы не поверите, чемпионка России по плаванию брасом на короткие дистанции. Ну, что-то типа того, если я все правильно поняла. Ну, в общем, самое главное, что с ней случилась вот такая неприятность. Мне пришлось заблюрить, потому что она любит очень длинные ногти. И однажды с ней приключилась беда. Она, как и большинство из нас, переносила длинные ногти и выдрала просто с корнем ногтевую пластину. И ко мне она уже пришла после того, как она практически все отрастила. Вот здесь она на фото мне показывает, как это выглядело. И она говорит, вот, в последний раз я ходила на маникюр, мне донарастили этот ноготочек, остальные просто покрыли, и вот сейчас она уже хочет длину чуть-чуть побольше. Но я тоже сказала ей, что не надо очень сильно длинные ногти делать. Предложила ей остановиться на средней длине, поэтому мы сняли то, что у нее было, и приступили к маникюру. На всех остальных пальчиках у нее практически своя длина. Она немного укрепляла их акригелем. И мы решили сделать, в принципе, то же самое, за исключением среднего пальца, который нам, конечно же, нужно будет нарастить. После того, как мы все сняли с использованием твердосплавной фрезы, ссылку обязательно оставлю на фрезы, которыми я работаю. Дальше примерно подпиливаем форму свободного края. Идеально ровно не нужно, потому что у нас будут в работе верхней формы и акригель. Дальше берем пилочку. У меня 180 грит на вспененной основе. Я люблю сменные файлы. У меня это Nippon Nippers. Их наклеиваешь, пилишь и потом выкидываешь. В общем-то, очень удобно. Вот так выглядят примерно подготовленные ногти без стараний над формой, потому что мы будем все это пилить дальше. После этого переходим к подготовке кожи вокруг ногтей, она же кутикула. Счищаем весь птеригий, все убираем. Для этого я использую две фрезы с алмазным напылением. Одна синяя, другая красная. У меня они также от Кристалл. Ссылочку снова оставляю. Кому нужно, переходите. Фрезы эти находятся прямо у нас в Казани, поэтому мне было их очень удобно выбирать. Я смогла познакомиться прямо с производителем. Ой, как я это люблю, потому что мне всегда интересно, как, кто, зачем производит продукт, то есть общаться с людьми. В общем, после того, как мы все сделали и выполнили хороший срез, проверяем еще раз себя на чистоту, убираем всю пыль, проходимся антисептиком, обезжириваем ноготки. Я люблю делать это простым спиртом. И дальше самое интересное. Нам нужно будет подобрать верхние формы. У меня имень, там очень много разных размеров, и я набрала, по-моему, почти все формы, которые там нашла. И, в общем, я взяла вот такие, подобрала формы, взяла базу, любая. Вы мне, кстати, спрашиваете, да, какая база под ложкой, под гель, под полигель. Любая универсальная база, каучуковая база, на ней часто пишут рабер или рубер, кто как читает. Более жидкие базы я предпочитаю именно подложечные, может быть, даже педикюрные. Вот у меня здесь ms-прошная база, она у них идет как раз специально база подложка. Ее просушили, и дальше берем полигель. Полигель у меня вот такой жемчужный, очень красивый оттенок, он мне прям запал в душу. Чувствую, пока тюбик не закончится, все видео будут именно с этим полигелем. Я решила попробовать вот такой лайфхак, который уже показывала в инстаграме. Это когда ты выкладываешь полигель на ноготь, примерно как тебе нужно, и дальше фиксируешь его верхней формой, потом сушишь и снимаешь. Удобство такого способа заключается в том, что у тебя уже готовый ноготь, и пилить нужно меньше. Но в моем случае я не доложила боковую стенку, время было ночь, так что извините. Но это опять-таки не приговор, потому что всегда можно поправить все вот таким образом, доложив кусочек, и снова прикладываю ту же самую форму, дальше останется только подпилить. А вот средний, который я часто зову факушкой, нам, конечно, нужно будет нарастить, поэтому выкладываем акригель прямо на форму. Распределяем все, что не нужно, убираем, отправляем сушиться и снимаем верхнюю форму. Таким образом, у нас два уже готовых ноготка получились, и сейчас я покажу опил.
Первое, с чего я начну, это сравняю вот ту часть, где у меня была заплаточка, уберу немножко лишнее, проверю боковые параллели, обязательно уберу длину. Не забываем, что длина на указательном и безымянном пальце должна быть одинаковой, а вот на среднем на 1 мм длиннее. Это, конечно же, рекомендованные стандарты чемпионатами, если я не ошибаюсь. В общем, когда я проходила обучение на моделирование, нас учили именно так. А вот в гель-лаковой системе все 3 основных пальчика обычно бывают одинаковой длины. Но я привыкла, что факушка должен быть чуть-чуть длиннее остальных. Мне так гармоничнее. Тем более обычно он выглядит шире, и поэтому лучше его делать длиннее. Дальше для декора я буду использовать ту же самую базу, которую брала на подложку, жидкую MS Pro, и добавлю туда хлопья юки, такие чуть с розово-фиолетовым отливом. Блеска мне показалось маловато, поэтому я дополнила вот такими сухими шестигранниками, которые положила просто на непросохший слой базы с хлопьями юки. Это нужно для того, чтобы было больше блеска, больше яркости. А дальше нас ждут текстуры в розово-фиолетовых тонах. Обычно такие варианты я называю единорожьими, потому что мне кажется, что это прям вот самое то сочетание цвета единорожьих снов. В общем, здесь ярко-розовый, фиолетовый я чуть-чуть разбавила с белым, потому что это были те цвета, которые были просто под рукой, и мне некогда было идти искать нужные оттенки. Всегда можно банально заколеровать. Добавляю чуть-чуть белого гель-лака, просушиваю и в конце работаю акварельными каплями на спиртовой основе. У меня они тоже беленькие. Фирма это называется Леди Лико, точно, вот вспомнила. Очень давно я купила эти акварельные капли, больше белых ни у кого не нашла. А так как сейчас эти текстуры очень-очень модные, мне пришлось их достать и вот возродить к жизни. Дальше я все перекрыла топом и, конечно, нанесла масло, увлажнение наше все. Маслице, как всегда, натуральное от Atis Professional. И вот наши ноготки готовы, выглядят очень свежо и красиво. А вам большое спасибо за просмотр. Берегите себя и свои ногти. Не забывайте подписаться, прокомментировать. Ну а с вами была Алена. Пока-пока и до новых встреч!